Привет, мои дорогие Достар! С вами Цифровой Кактус. И сегодня у нас на обзоре новая британская ПТ, барабанная дробь FV4101 МК7 Charioteer, или просто Шарлотка. Почему именно этот танк, а не топовый FV4005, например? Ну, во-первых, сейчас все ютуберы будут точно делать обзор именно на барабанщика, и мне с ними не сравниться по выдаче в поиске Юбупа. Ну а во-вторых, потому что мне свободного опыта хватило только на него. Ладно, долой вступление. Go смотреть обзор. Мы разберем минусы танка, проверим его на историчность, затронем плюсы машины и мои первые впечатления от Чарика. Почти все по канону. И первый минус колесницы — это средний урон за выстрел. Все-таки у нас ПТшка, а для 8 уровня урон в 350 единиц как-то маловато на фоне всех остальных. У кого средняя альфа 400, у кого 420, у кого еще выше. Мы в плюсах разберем, чем 350 урона у нас компенсируется. Но пока так. Если честно, этого урона не всегда хватает. К минусам стоит также отнести слабый урон по модулям и экипажу. Связано это с тем, что калибр нашей пушки достаточно мелкий по сравнению с теми же ПТ 8 уровня. Пушка у нас калибром 105 мм, поэтому выбивать модули и экипаж на стандартных снарядах мы будем реже. И последний минус, он же и самый жирный, это броня. А если быть точным, то ее полное отсутствие. Башня у нас в среднем имеет 25-30 мм брони. Привет, фугасы! А корпус во лбу 63 мм, по бортам 46 и в корме 38 мм. То есть пробивать нас будут все без исключения. От малых фугасов до больших. Особенно погибать мы будем от Ружки и Чернобуля, как впрочем и весь остальной картон. При этом стоит помнить, что у нас всего 1100 хп, а это не очень-то и много даже по меркам ПТшек. На этом, как ни странно, минусы машины заканчиваются. Давайте теперь разберем историчность танка. Charioteer, что в переводе означает колесничий, МК7 FV4101, был создан в 1952 году на базе танка Кромвель. Классифицировался он как средний танк. Хотя у нас это ПТ. Главным отличием Чарика от Кромвеля стала новая башня и 20-фунтовая пушка. Сами британцы использовали эти танки до 1956 года, а потом по ненадобности продали менее прогрессивным государствам с точки зрения танкостроения. Что интересно, часть танков была продана Израилю, а вторая часть была продана Организации освобождения Палестины, которые между собой как бы враги. Ох уж этот бизнес. Что можно сказать в итоге об этом танке? Корпус и башня историчные. Стоковая пушка из Блица практически та же, что стояла на колеснице в реальности. За топ-пушку мы промолчим. Характеристики были кое-где прикручены для баланса в игре. Вывод. Танк историчный, проверку прошел. Поехали дальше. А дальше у нас плюсы машины. И первый плюс — это ДПМ нашего танка. При альфе в 350 мы имеем время перезарядки в 6,3 секунды со всеми плюшками, что дает нам 3325 единиц урона в минуту. Это практически лучший показатель среди всех треугольных танков. Также стоит подметить и отличное время сведения в 2,9 секунд со всем мясом, что позволяет нам с филигранной точностью насаживать врага на кол. Радует то, что британская точность тут как тут. Ну а самый жирный плюс пушки — это голда. В качестве голды здесь представлены хэш-фугасы. Мы все-таки британец. Средний урон с одного выстрела составляет 440 единиц. Вот это уже увесистый аргумент в перестрелке. А с этими хэшами наш потенциальный урон в минуту переваливает за 4000. Осталось только научиться его реализовывать. Стоит отметить, что пробитие на голде составляет 210 мм. То есть борта и корма многих девяток нам нипочем. А вот пробитие подкалиберов 245 мм как-то маловато. Поэтому стоит его увеличить с помощью калиброванных снарядов. Да, урон в минуту где-то на 200 единиц просядет. Но так у вас пробой подтянется и будет составлять 257 мм на подкалиберных снарядах, 231 на хэшах и 116 на обычных фугасах. Обычные, не голдовые фугасы, кстати, тоже имеет порядочное пробитие, как для фуджесов. Да, с пробоем в 257 мм мы лучше разве что нашего собрата Т-15, который на фоне любой ПТ смотрится печально. Но все равно этого маловато для комфортной игры на дальних дистанциях. Это нам навязывает стиль игры среднего танка. Снова ПТшка, которую нужно играть не как ПТ? Кактус, прекрати! Максимальная скорость 48 км в час вперед и 20 назад. Как бы намекает на то, где наше место.
Ваше место у параши. Нет, не это. Мы можем ехать на направление СТ-шек и разваливать врагов за счет отличного ДПМа и хэшей. Также в этом нам способствует УВН в минус 10 градусов, что тоже очень даже неплохо. Обладаем мы еще ко всему прочему отличным базовым обзором в 264 метра, что снова таки немного отдает СТ-шным стилям игры. А если поставить оптику, то будут все 277 метров. Не уровень ЛТ-шек, но пересвечивать многих врагов мы сможем. На этом явные плюсы заканчиваются. Стоит сказать о фарме машины. При прем-аккаунте и 2-2,5к урона фармит он 10 тысяч, иногда 15. В качестве фармера рассматривать его не стоит. Что по личным ощущениям я могу сказать? Танк отличный. Надеюсь, что вскоре смогу и за 9-10 рассказать, но это уже позже. Charioteer мне нравится, и я думаю, что это станет моим новым любимчиком в рейтинге, по крайней мере на этот сезон. Мне лично не хватает скорости поворота башни, но это беда всех подобных ПТ. Бывает, я кружу вражеский ТТ, и уже вроде можно стрелять. Делаю шот, а он улетает не туда, куда я его послал. К этому нужно немного привыкать. А так-то все отлично. Танк полнейшая СТ-шка. Надеюсь, обзор вам понравился, и вы не забудете поставить ему лайк. Также подпишитесь и выскажите все, что думаете обо мне под этим роликом. Заставим YouTube вывести это видео в топ по запросу Charioteer. Ну а пока это все. Ожидайте еще одно видео на этой неделе. С вами был Цифровой Кактус. Играйте в хорошие игры и будьте умничками. Пока. И да, присмотревшись к новым танкам, можно понять, что их плохо детализировали. Видно, в ППХ модельки колесниц сделались, поэтому вот так вот страшненько.